Всем привет, с вами сестры. Сегодня хотим показать вам выполнение вот такого декора. Покажем, как обернуть торт в шоколадный лист, предварительно темперируя шоколад при помощи какао-масла Микрио. Расскажем, как изолировать живые цветы от поверхности торта. Данный декор мы делаем впервые и допустили несколько неприятных ошибок, которыми хотим поделиться, чтобы вы смогли избежать неприятностей в декорировании своего тортика таким же образом. Торт мы склеили накануне вечером. Начинку можно использовать любую стабильную и отработанную вами. Напоминаем, что перед тем, как выравнивать торт и приступать к декорированию, нужно, чтобы он хорошо отстоялся в холодильнике, а на этот процесс уходит около 6-10 часов. Обычно мы это делаем с вечера, а утром уже наступает процесс выравнивания. Тортик у нас уже хорошо пропитался, теперь нужно покрыть его слоем крема и выровнять поверхность. В данном случае не нужно добиваться идеального выравнивания, так как сверху будет шоколадный лист, но самое главное, чтобы изначально торт был собран ровно. Лучше всего это делать в разъемном кольце. Около часа назад торт был выровнен кремом. Чаще всего выравниваем кремом чиз на масле. Рецепт и подробный процесс приготовления также будет в описании под видео. Если бы у нас был не шоколадный декор, а мастичное покрытие на торте, тогда крем-чиз не подошел и выравнивать торт нужно было бы ганашем. Пока торт еще находится в холодильнике, приступаем к закрашиванию и темперированию шоколада при помощи какао-масла Микрио. На торт диаметром 16 см потребуется около 300 грамм шоколада. В данном случае мы взяли обычный шоколад из продуктового магазина. Для любого шоколадного декора нужно обязательно темперировать шоколад. Это процесс нагревания и охлаждения шоколада до определенных температур, благодаря чему масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре, что не позволяет шоколаду быстро таять и дает ему блеск и твердость. Если не темперировать шоколад, декор будет таять при комнатной температуре и поверхность будет рыхлой. Перед вами схема классического способа темперирования для различных видов шоколада. Данный процесс заключается в поднятии температуры при его топлении, потом в необходимости быстрого опускания и вновь в поднятии не выше определенного уровня температур. Данных роликов классического способа темперирования в интернете огромное множество, но почему-то не у всех получается затемперировать шоколад таким способом. Сегодня хотим показать один из облегченных вариантов темперирования при помощи какао-масла Микрио. Данное какао-масло помогает ускорить и облегчить процесс темперирования за счет того, что исключает процесс длительного опускания и вновь поднимания температуры, что присутствует в классическом способе темперирования. Изначально нужно растопить шоколад. Топим на водяной бане или импульсами в микроволновке примерно по 10 секунд, доставая и помешиваем. Очень важно не передержать шоколад в микроволновке, он там очень легко может перегреться, и работать с таким шоколадом уже будет нельзя. Для растапливания лучше использовать пластмассовую, а не стеклянную миску, так как стекло сильно нагревается и у вас больше шансов спалить шоколад в микроволновке. Одновременно будем совмещать процесс закрашивания и темперирования шоколада. Нужно использовать только жирорастворимые красители. Мы влюбились в красители марки Кока Блеск, они идеально растворяются, не оставляя комочков. Для получения такого оттенка понадобится ярко-розовый краситель и немного синего. Мы не стали ускорять и обрезать видео, чтобы видно было, как они растворяются. Нами было перепробовано огромное количество разных красителей для шоколада и считаем, что этот самый лучший из тех, что мы использовали. Данные красители идеально подходят для шоколада, а вот в водяных смесях их тяжело растворить. Розовый почти растворился, сейчас добавляем немного синего, хорошенько вымешиваем и добавляем красители, пока не будет нужного оттенка.
В процессе закрашивания периодически нужно проверять температуру. Она должна опуститься до 33-34 градусов. Как только шоколад достиг данной температуры, нужно добавить какао-масло микрио из расчета 1% от массы шоколада или 10 грамм на 1 килограмм шоколада. То есть, если у нас 300 грамм шоколада, значит вносим 3 грамма микрио и хорошо все вымешиваем. В самом конце можно пробить блендером, чтобы убрать нерастворившиеся частички продукта. В процессе перемешивания температура шоколада опустится еще ниже и достигнет примерно 30 градусов. И сразу же можно приступать к работе. Если вдруг шоколад застыл и вы не успели его использовать, можно темперировать заново, повторяя все шаги. Сейчас нам нужно подготовить ацетатную пленку. И пока мы будем отмерять размеры, температура шоколада еще опустится примерно до 26 градусов. Так шоколад становится не таким жидким, и работать именно в данном виде декора легче и быстрее. С помощью пленки можно понять, какую длину шоколадного листа нужно подготовить для обкручивания всего торта. Берем и просто прикладываем пленку вокруг торта. Лишнее нужно отрезать. И тут мы допустили ошибку. Данный процесс нужно было делать очень внимательно, а мы поспешили и отрезали немного короче, чем требовалось, и в итоге нам не хватит шоколадного листа для обкручивания всего торта. Тут также изначально нужно обратить внимание и на высоту пленки, которая будет высотой шоколадного листа на торте. Поэтому, если хотите сделать тортик пониже, учитывайте это и на данном этапе отрежьте пленку той высоты, которая вам потребуется. Или купите изначально пленку меньшей ширины. У нас ширина 15 сантиметров. Прилипший крем тщательно нужно вытереть сухой салфеткой со спиртом, а лучше всего было бы взять новый чистый лист ацетатной пленки. Но этот оказался последний, который был у нас в наличии. Наносим слой шоколада при помощи ножа-шпателя, аккуратно разравнивая его. К сожалению, на этапе начала нанесения шоколада мы забыли включить камеру и не засняли это. Но в данном процессе абсолютно нет ничего сложного. Стараемся разгладить, чтобы толщина была примерно одинаковая по всей длине листа. Она должна быть около 2 мм. Особое внимание уделяйте краю листа, который находится сверху и будет виден глазу. Достаточно быстро шоколад начинает застывать, и тут нужно быстренько снять его прямо с листом со стола и начинать прикладывать к торту. На данном этапе мы поняли, что допустили ошибку и отрезали лист ацетатной пленки короче, чем это требовалось. Но времени снимать всю поверхность и переделывать заново не было, так как заказ был срочный. Решили попытаться замаскировать нашу невнимательность. Прямо пальцами можно пройтись по краю, чтобы сгладить все неровности. Остатками шоколада нужно заполнить внутреннюю часть поверхности листа, которая будет в любом случае испорчена пальцами в процессе прикладывания пленки с шоколадом к торту. Сейчас убираем торт в холодильник примерно на минут 10, чтобы шоколад хорошо застыл. В процессе застывания прямо в холодильнике будет видно, как пленка начинает немного отходить от поверхности. Теперь нужно снять ацетатную пленку. Вот таким образом пинцетом поддеваем край и аккуратно снимаем пленку с торта. А теперь начинается импровизация с попытками скрыть нашу невнимательность. Растопленным шоколадом замазываем недостающую поверхность. Решили использовать небольшой кусочек ацетатной пленки, вот таким образом думали исправить ситуацию, но в итоге ничего не получилось. Попытка аккуратно скрыть дефект не удалась. И тогда решаем приступить далее к декору и придумать уже что-то по ходу. Делаем нижний бортик на коробке вот таким образом. При этом шоколад нужно опять затемперировать, так как остатки шоколада в миске уже застыли и нужно повторить весь процесс темперирования заново. На полоску ацетатной пленки шириной 2
2-3 см, которые уже отрезали ранее, наносим слой крема около 2 мм и аккуратно разравниваем шпателем. Край нужно вот таким образом разгладить. Сейчас полоску с шоколадом нужно приложить к торту. Я уже говорила, что у нас закончилась ацетатная пленка, поэтому на нижний край декора также немного не хватило длины. Теперь также нужно поставить тортик в холодильник, чтобы он хорошо охладился. Пока торт находится в холодильнике, мы решили немного покрыть его велюром, чтобы дополнительно скрыть следы неровности от попыток замаскировать дефекты на торте. Берем остатки шоколада и какао-масла. Для приготовления велюром соотношение какао-масла и шоколада 1 к 1 или 60% шоколада и 40% какао-масла. И та пропорция правильная. Растапливаем импульсами в микроволновке и переливаем в емкость краскопульта. В последнее время переливаем велюр в одноразовый кондитерский кулек и вкладываем его в емкость пульверизатора вот таким образом. В результате не нужно мыть емкость после использования, и все остатки шоколада остаются в кульке, который можно будет потом еще раз использовать. Торт хорошо охладился, снимаем ацетатную пленку и сразу начинаем распылять шоколад по поверхности. Мы надеялись, что при помощи велюра получится полностью скрыть неровность на поверхности торта, но чуда не произошло, и велюр лишь слегка замаскировал шероховатость поверхности. Подложку очищаем обычной салфеткой. Можно смакнуть салфетку в спирте, так остатки крема и шоколада отходят лучше. Теперь покажем, как происходит декорирование торта живыми цветами. Нам понадобится флористическая губка, ее предварительно нужно подрезать, чтобы она не была громоздкой. Вкладываем увлажненную губку в плотный пакет, прихватываем скотчем, чтобы пакет не разворачивался. Заворачиваем дополнительно в бумагу тишью, которая и будет прикрывать дырку на торте. Бумагу крепим внутри на двухсторонний скотч. Цветы заказчик захотел хризантемы. Их вымыли проточной водой и подсушили. Теперь просто вставляем в губку, формируя букетик. Многие подумают, почему нельзя сделать съедобные цветы из крема. Конечно же, цветы из крема можно сделать в любом случае, но на их изготовление требуется очень много времени кондитера, что влечет за собой дополнительную плату к торту, и сам вес торта значительно увеличивается. Теперь к торту нужно добавить надпись. Раскатали кусочек мастики и распечатали текст на пищевом принтере. Также можно написать и от руки на мастике красителем или пищевым маркером. Вырезаем прямоугольник, и теперь нужно сделать рюши вот таким способом. Табличка с надписью готова. Наносим тонкий слой шоколадной глазури и прикладываем к тортику. Теперь нужно сделать веревочку. У нас есть вот такой прибор. С помощью его можно выполнить идеально ровные, очень аккуратные веревочки из мастики. В комплекте есть различные насадки, с помощью которых можно добиться различных текстур. В общем, незаменимый прибор кондитера. Рекомендуем его также приобрести и вам. Ссылку на такой инструмент мы оставим для вас в описании под видео. Крепим к торту при помощи растопленной шоколадной глазури. На задней части торта бумагу тишью также закрепляем при помощи глазури, чтобы максимально скрыть недостаток. Золотым кондурином, разведенным в спирте, покрываем поверхность веревочек. Можно было, конечно, и переделать все шоколадное покрытие и сделать его без косяков, но заказ был срочным и времени на это абсолютно не было. Заказчик остался довольный, а мы для себя сделали выводы и получили опыт по работе с шоколадным листом. В будущем при поступлении заказов на такие коробочки с цветами мы уже учитываем все нюансы, а таких косяков у нас больше не было. Надеемся, при помощи нашего видео и вы сможете избежать неприятностей в декоре. А если вы совсем не умеете и боитесь работать с шоколадом, такой декор также можно сделать и с помощью мастики. Напоминаем, что у нас есть профиль Instagram, где мы делимся нашими работами и немножко личной жизнью. Ссылка будет в описании под видео, так что подписывайтесь на Instagram и YouTube канал и не забывайте ставить лайки за наши старания. А в комментариях делитесь, пожалуйста, своими наработками и мнениями касательно такого вида декора. Спасибо, что смотрели нас. С вами были сестры. До новых встреч!